Что общего у вирусной звезды ТикТока, провокационного блогера и рэпера с миллионами фанатов? В прошлом году криптомир захлестнула волна мемкоинов, созданных знаменитостями. Обещания быстрых миллионов, подогретые громкими именами, привлекли тысячи инвесторов. Но за ярким фасадом скрывались схемы памп и дамп, которые обогатили инсайдеров и оставили обычных людей с убытками. Сегодня мы расскажем о 3 громких случаях, связанных с Хейли Велч, Эндрю Тейтом и рэпером Lil Pump. Это 10-й выпуск нашей рубрики «Криптоскандалы» на канале крупнейшего ресурса о крипте в Рунете. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое разоблачение. Июнь 24 года. Нэшвилл, Теннесси. Хейли Велч, 22-летняя работница фабрики, становится сенсацией благодаря уличному интервью для YouTube-канала Team NDTV. На вопрос о предпочтениях в личной жизни она отвечает: видео набирает миллионы просмотров, а Хейли, прозванная Hack to Girl, превращается в интернет-икону. Она оставляет работу, подписывает контракт с менеджерами, запускает подкаст Talk To с гостями уровня Марка Кьюбана и выпускает собственный мерч. Ее приглашают бросить первый мяч на игре Нью-Йорк Мэтс. Хейли – воплощение американской мечты, но ее следующий шаг приводит к катастрофе. В декабре команда Welch анонсирует мемкоин Hack на блокчейне Solana. Проект позиционируется как способ для фанатов стать частью движения Hack2. В интервью Fortune Хейли подчеркивает: это не про деньги, а про сообщество. Менеджер девушки Джонни Форстер уверяет, что ее доля 10% токенов заблокирована на год. 4 декабря Hack запускается по цене полцента. За пару часов токен взлетает почти на 10 тысяч %, достигая отметки в 49 центов. А рыночная капитализация почти $500 миллиарда. Сообщество в X ликует, но к вечеру цена рушится на 90%, до 4 центов, а капитализация падает до чуть более 40 миллионов. Инвесторы теряют сотни миллионов. Скандал набирает обороты. Хейли и ее промоутеры, включая Оуве Хиа и Алекса Шульца, перестают общаться с аудиторией. Последнее сообщение Хейли в X-Spaces 5 декабря. «Я ложусь спать. Разберемся утром». Анализ Bubble Maps выявляет: большую часть токенов контролируют 10 кошельков, один из которых заработал $1 миллион 300 тысяч буквально за несколько часов. Инвесторы подают коллективный иск в SEC, но Хейли не значится среди ответчиков. Она заявляет, что владела лишь незначительным количеством токенов и не участвовала в продажах. Представитель CoffeeZilla предполагает, что неопытная Велч стала инструментом в руках организаторов, а ее роль ограничилась рекламным лицом. Но для пострадавших инвесторов это не меняет главного – их деньги исчезли. Пока Хейли Велч пыталась оправдаться, другой герой нашей истории Эндрю Тейт решил, что крипта станет его новым рингом. Но и тут все пошло не по плану. Эндрю Тейт, экс-кикбоксер и блогер с аудиторией почти 10 миллионов в X, фигура, вызывающая споры. Его провокационные заявления и философия альфа-мускулинности разделили общество на 2 лагеря – его поклонников и критиков. В июне прошлого года Тейт, ранее называвший крипту мошенничеством, неожиданно анонсирует мемкоин Daddy на Solana. Проект позиционируется как ответ токену Маза, рэперши Игги Азалии. Тейт утверждает, что владеет почти половиной токенов и не будет их продавать, обещая революцию мужественности и капитализацию в $1 миллиард. Его фанаты, преимущественно молодые мужчины, воспринимают это как шанс на успех. 10 июня Daddy стартует с цены 48 центов. Хайп подогревает рост до $55, а общая стоимость проекта достигает 300 миллионов. Но вскоре Bubble Maps проводит расследование. Инсайдеры скупили токены на $45 миллионов и сделали это до публичного анонса, распределив их по 21 кошельку. Один из них, вложив всего $1950, заработал $1 миллион 740 тысяч. К 11 июня цена начинает падать, а к 21 составляет $19.24. К октябрю Daddy теряет 90% стоимости, как и другие токены, связанные с Тейтом: Tristan, Top G,
и R&T. Обвинения в схеме Pump и Dump сыплются со всех сторон. CoffeeZilla критикует Тейта за манипуляции, а Bubble Maps становится мишенью его гнева. Блогер блокирует их в X и призывает подписчиков к травле. Тейт настаивает, что не продавал свои токены и продолжает продвигать Дэдди. В ноябре в Румынии с него снимают обвинения, и токен ненадолго растет до 18%, достигая капитализации $64 миллиона. Но затем снова падает. А вы инвестировали в мемкоины? Пишите в комментариях, какие проекты вас разочаровали. Гази Фабио Гарсия, известный как Lil Pump. Рэпер, чьи треки вроде Gucci Gang сделали его звездой с 17 миллионами подписчиков в известной соцсети. Его эпатажный стиль и энергия идеально подходят для криптохайпа. В августе прошлого года, вдохновленный успехом других селебрити-токенов, он анонсирует Pump It на Solana. Токен рекламируется как билет в мир мерча, NFT и эксклюзивных вечеринок. Промоушен идет через TikTok, X и прямые эфиры, где Lil Pump разыгрывает подписанные кроссовки и криптобонусы. 15 августа токен запускается с цены 0,3 цента. Lil Pump заявляет: Pump It обгонит Dogecoin. В первый день токен взлетает на 1200%, до 3,9 цента, а капитализация достигает 380 миллионов. Но через 12 часов цена падает до 0,8 цента, теряя 80%. К концу недели до 0,2 цента. Общая стоимость проекта $20 миллионов. По оценкам, потери инвесторов составляют около $300 миллионов. Расследование ZachXBT и Bubble Maps показало, 88% токенов контролировали всего 15 кошельков, один из которых заработал на пике $2 миллиона 100 тысяч. Инсайдеры скупили 25% эмиссии еще до анонса. Lil Pump отрицает свою вину, заявляя в X: «Я занимаюсь музыкой, а не кошельками». Его команда, включая промоутера CryptoKing, прекращает любую коммуникацию. Аналитики предполагают, что рэпер, подобно Welch, мог быть лишь лицом проекта, а схему организовали его менеджеры. Но для инвесторов это слабое утешение. Их вера в кумира обернулась убытками. Кейли Велч, Эндрю Тейт, Lil Pump — их истории объединены общей схемой. Знаменитости используют свою популярность, чтобы привлечь инвесторов. Но инсайдеры забирают прибыль, а розничные трейдеры остаются ни с чем. По данным Cointelegraph, более 90% селебрити-токенов на Solana в прошлом году обвалились в течение месяца их существования. Эти случаи подчеркивают необходимость тщательной проверки проектов и устойчивости к FOMO. В мире криптовалют слава не гарантия успеха, а часто сигнал опасности. Сегодняшний выпуск необычный. В честь прошедшего в апреле Международного дня проверки фактов в данном ролике мы спрятали несколько фейков. Кто из вас больше таковых обнаружит и перечислит их в комментариях, тот и получит звание лучшего криптодетектива. Хотите узнать о других криптоскандалах? Смотрите наш прошлый выпуск про криптоскамы VTS Pussy, Squidcoin и Anita. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео, чтобы предупредить друзей об опасностях криптохайпа. До встречи в следующем выпуске!